Итак, друзья, мы с вами находимся на 15 этаже на крыше проекта Sunway Suites, который располагается на Новом бульваре. И вы знаете, интересная вещь заключается в том, что вот некоторые интересные, точно абсолютно заслуживающие внимания покупателей, инвесторов, агентов, брокеров, да, и вообще конечного потребителя проекты остаются как-то незаслуженно в стороне. Дело в том, что проект Sunway Suites один из таких. Он очень тихо, аккуратно, без лишней шумихи, без какой-то такой очень яркой активной рекламы строился и, наконец, построился. И вот мы, надо сказать, наши связи начались некоторое время назад, но только сейчас проект наконец-то завершен, и вот уже мы можем посмотреть, мы смогли посмотреть апартаменты внутри, оценить ремонт, оценить качество белого каркаса, отделку территории общего пользования и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы готовы сделать для вас полноценный разбор этого проекта. Локация комплекса – это Новый бульвар, практически самый его конец. Вот я сейчас сижу с видом, позади меня в кадре вы видите потрясающий горный хребет, а передо мной расстилается бескрайнее черное, залитое солнцем море. И вот здесь слева, буквально в километре от нас, уже взлетно-посадочная полоса. То есть те, кто был в Батуми, могут примерно сориентироваться, насколько далеко от центра города расположен этот дом. Пусть вас это не пугает, потому что у этой локации есть как ряд очевидных преимуществ, так и очевидных минусов. Давайте разберем их все. С точки зрения локации, конечно, это роскошное место для тех, кто любит тишину, покой, уединение и не очень привык вот к этой активной туристической суете. Здесь действительно не самые оживленные пляжи, здесь уже вот, буквально какая-то такая целинная красота и пустота пляжная, очень малое количество домов здесь, хотя буквально справа от меня расположен один из крупных интересных комплексов, которые мы тоже будем обозревать в наших следующих выпусках. Но тем не менее, вот именно у этого проекта вот такая очень выигрышная локация, он практически последний здесь на этой линии, и, естественно, очевидно его преимущество то, что он находится на первой линии, то есть его от пляжа отделяет только дорога, только проезжая часть. Ну и вы, наверное, сами можете, исходя из этого, примерно представить себе сейчас видовые характеристики апартаментов, которые расположены как раз с видом на море. Это просто бескрайний горизонт перед вашими глазами 24/7. Ну, собственно, очевидные плюсы локации, наверное, закончились. Теперь поговорим об очевидных минусах расположения дома. Значит, оно, наверное, и плюс, и минус одновременно. Понятно, что когда мы говорим об уединенности и удаленности от какой-то очень яркой, богатой инфраструктуры, да, мы должны понимать, что вот, в общем-то, да, выйти в магазин там, или в аптеку вам будет, может быть, не всегда уже удобно. Здесь, тем не менее, эти вопросы решены, здесь есть и магазинчики, и, в общем, все необходимое, вот придомовая территория, все обустроено так, чтобы вам было комфортно. Но, тем не менее, если мы говорим о какой-то более развитой туристической инфраструктуре, не знаю, там, спа-центрах, каких-то, может быть, экскурсионных точках ярких, там, поющих фонтанах, да, ну вот то, к чему мы привыкли в городе, каких-то крупных торговых центрах, ну, здесь, конечно, этого не найти. Для этого нужно будет сесть в какой-то транспорт и доехать. При этом также я хочу заметить, что через время, буквально через короткое, я думаю, вся эта инфраструктура так или иначе станет ближе сюда, к этому корпусу, потому что вокруг него реализуется довольно большое количество таких крупномасштабных проектов, которые уже вот такую инфраструктуру в себе предусматривают. То есть, будучи жителем этого дома, через какое-то время, может быть, через год или два максимум, вы уже сможете быть полноценным пользователем богатой городской инфраструктуры. По-моему, 15 минут пешком, это очень далеко. Ты знаешь, для людей, которые вообще, например, в Батуми не бывают или приезжают сюда отдохнуть, иногда, да, это кажется вообще непреодолимым расстоянием. Для меня отсюда до колеса обозрения недалеко, ну, как бы час пешком такого быстрого хода для меня окей вообще. Возможно, потому что я приехала из Новосибирска, и там я ездила из дома в офис, например, когда мы, да, занимались бизнесом, час на машине, через пробки, всевозможные там сложности, ну, мы вообще за городом жили. Поэтому для меня вообще недолго это. Кому-то кажется вообще, вот это просто невозможно далеко. Если вы захотите куда-либо продвинуться пешком в сторону центра,
у вас это займет час. Если вы захотите проехать на машине летом в сторону центра, у вас это займет час. Дело в том, что улица Шерифа Хемишиашвили все лето из-за плотности застройки вот этими как раз-таки крупнейшими гостиничными комплексами с громкими именами, она, фактически стоит в обе стороны весь туристический сезон, то есть июль, и август, и сентябрь, и даже немножко июнь. Я не знаю, какая будет в этом году ситуация, с нетерпением ждем завершения реконструкции аллеи Героев, потому что она подразумевает новую пешеходную развязку, которая как раз разгрузит дорогу, потому что во многом она стоит из-за большого количества туристов-пешеходов, которые эту дорогу пересекают. То есть машины должны постоянно тормозить, кого-то пропускать, и, в общем, все это в трафик-джем страшно складывается. Надеюсь, что эта реконструкция поможет и облегчит ситуацию в этом году, но мы это увидим только на практике. Давайте дождемся сезона. Тем не менее, пока есть как есть. Захотите куда-то доехать, закладывайте довольно приличное время на пробки. Вторая яркая характеристика – качество строительства. Что здесь происходит? Вы знаете, я думаю, что претензии к качеству вообще у каждого человека разные. У всех разные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, как бы странно это ни звучало. Есть люди, которые предъявляют настолько высокие требования к качеству, чтобы там, я не знаю, условно, швы в плитке были все одинаковой ширины, да, это критически важно для некоторых покупателей. Или там еще какие-то требования, то есть вы можете этот список продолжить самостоятельно. Кто-то просто не замечает какие-то недочеты, недоделки и, в принципе, очень такими распахнутыми радостными глазами воспринимает эту действительность, несколько дорисовывая ее в своей голове. Я хочу сказать, что здесь качество такое, знаете, крепкое, среднестандартное, очень крепкое качество по реализации даже белого каркаса. На что я обращаю внимание чаще всего, когда прихожу на стройки? Мне важно, чтобы было очень чисто, чтобы был порядок, чтобы стены были белые, чтобы были ровные, чтобы плитка была сведена каким-то... то есть, давайте так, когда вы приходите, вы видите, сделано это по край рук или это сделано качественно. Здесь, очевидно, в этом проекте люди старались. Это не премиум-сегмент, давайте сразу это оговорим и будем понимать. Но это хорошего качества реализованный здесь ремонт. Важно отметить, что здесь, в проекте Sunway Suites, апартаменты сдаются с ремонтом под ключ от застройщика, вы можете купить такую опцию, или же в белом каркасе и реализовать вообще любые свои фантазии. В принципе, здесь покупают и так, и так, то есть примерно наверное, в процентном соотношении 50 на 50, кто-то заказал от застройщика, кто-то делает ремонт сам, реализуя все свои фантазии, хотелки и пожелания. Территории общего пользования выглядят очень и очень прилично, и здесь, наверное, стоит отметить, что у застройщика реализовано еще несколько домов в Батуми, и здесь, в частности, буквально примыкающие к этому корпусу еще 3 дома с названиями «Аква». Это все единый, в конечном счете, это все единый комплекс, объединенный общей дворовой территорией и некоторым конструктивом. И хочу отметить, что придомовые все территории общего пользования исполнены очень достойно. То есть заходишь и чувствуешь себя комфортно. Приятные лобби, приятный ресепшн, приятное качество отделки, все такое симпатичное, без каких-то излишних намеков на роскошь и люкс, но при этом чувствуешь себя человеком. Очень комфортное ощущение, всем рекомендую. Что важно понимать? Понятно, что первые 3 корпуса, они чуть старше возрастом, там реализованы несколько другие технологии отделки, в том числе фасадов и внутренней отделки. Здесь уже все гораздо более новенькое, свеженькое, оригинальное, с учетом всех ошибок, с учетом опыта. В общем, очень достойная история с точки зрения качества. Sunway Suites – это, наверное, в классическом понимании жилой дом, с одной стороны. С другой стороны, в большей степени апарт-отель. Значит, в чем нюансы, давайте разберемся. В этом проекте такая немножко смешанная концепция в силу того, что он не газифицирован, что, как правило, приобщает проект как раз-таки к статусу жилого дома. Но при этом вы можете пользоваться своими апартаментами самостоятельно, можете никому не сдавать их в аренду, можете жить здесь сами, можете сделать здесь себе кухню, оборудовать все, как вам нравится, или же сдать в аренду в долгосрочную, в краткосрочную. То есть у вас огромное количество опций возникает с точки зрения пользования вашей квартирой, вашей недвижимостью. Поэтому если так сказать в общем и целом, то это жилой дом с характеристиками апарт-отеля. Внизу предусмотрен в обязательном порядке ресепшн.
На придомовой территории есть бассейн, и это очень приятный бонус. Он не на крыше, он не какой-то выдуманный, странный, не в непонятном месте. Он внизу, он не очень большого размера, но по опыту эксплуатации еще 3 домов, которые составляют часть этого комплекса, всем места хватает и пользуются люди этим бассейном с удовольствием. Во дворе организованы парковочные места, и все они огорожены шлагбаумом, то есть действительно для жильцов тоже некий комфорт заранее продуман с точки зрения места для вашего автомобиля. Понятно, что есть управляющая компания, которая может сдавать ваши апартаменты в аренду в пропорции дохода 60/40, и также берет с вас плату за обслуживание. Она составляет здесь $1,5 за квадратный метр. Что я могу сказать про застройщика? Тоже такая интересная история, когда есть застройщик с некоторым бэкстейджем, но вы особенно про него ничего не знаете. Ну вот, не знаю, почему-то так вышло. У застройщика есть некоторый бэкграунд, реализовано несколько домов, один из которых на территории города, внутри, в центре, в Батуми, и несколько вот здесь рядом, буквально, которые составляют общую такую концепцию всего комплекса. Sunway Suites — это новый дом, и к нему примыкает еще 3 корпуса с названием Аква. Аква — это уже завершенные проекты, давно сданные в эксплуатацию, они функционируют, там живут люди, часть апартаментов там сдается, и общая управляющая компания, которая будет заниматься Sunway Suites, и сейчас с успехом реализует свои все функции и сервисы в готовых корпусах. Да, на самом деле, с точки зрения локации, мне тут правильные подсказки ты, конечно, даешь. И, наверное, зрители, те, кто бывал в Батуми, обязательно начнут кидать в меня камни в комментариях о том, как это все ужасно, как здесь шумят самолеты, как здесь воняет городской свалкой и вообще полный кошмар и катастрофа. Вот я сижу сейчас на 15-м этаже, дует приятный морской бриз. Тебе пахнет чем-нибудь? Смотрите, действительно, здесь есть такая история, которая называется, городская свалка. Что уж тут придумывать. Значит, она находится примерно где-то там, и при удачном, или вернее сказать неудачном стечении обстоятельств, когда ветер дует со стороны как раз-таки горного хребта, некоторые запахи сюда доносятся. Но, во-первых, это происходит не каждый день. Примерно вот исходя из опыта проживания наших клиентов, наших друзей и знакомых здесь, в этой локации, я слышу, что такая ситуация происходит, может быть, раз в месяц. Напишите нам в комментариях, если вы живете здесь, если чувствуете на себе эти неудобства, мы будем рады узнать от вас такую аргументированную, конкретную обратную связь. Я слышал, что ее вообще собираются переносить. Все верно, совершенно верно. Значит, сейчас есть проект уже, я не буду врать, у меня нет достоверной информации относительно готовности, стадии готовности этого проекта, но мусороперерабатывающий завод сейчас вот где-то в какой-то стадии реализации находится. И действительно речь идет о том, чтобы переносить эту городскую свалку. Это связано еще и с тем, что, в общем-то, вся та территория, которая вот в ту часть, которая, скажем так, вот этот полигон между Гоньо и Батуми, рано или поздно там тоже начнется активная застройка вдоль побережья. В какой-то момент это точно произойдет. И я думаю, что, конечно, к этому моменту городской свалки там уже просто физически не будет. Вот. Но как будет на деле, тоже не знаю. Будем поглядеть. Я живу здесь, я наблюдаю за процессами, как все происходит, и могу только констатировать факты и делать какие-то свои предположения. Что касается аэропорта, это тоже любопытная вещь, потому что некоторые проекты прямо в своих рекламных проспектах выдают это за очевидный плюс. Ребята, как здорово, вы приехали, прилетели в Батуми, 5 минут, и вы дома. Если вам мешает шум, или, например, вы где-нибудь нажились уже в своем городе, где вы живете, под аэропортом, под шум самолетов, и вас эта совершенно история уже не устраивает, триггерит и раздражает, разумеется, вам не нужно покупать тогда апартаменты для отдыха и отпуска буквально у взлетно-посадочной полосы. Вам стоит рассмотреть какую-то совершенно другую локацию. Но если вы никаких неудобств по этому поводу никогда не испытывали, и вдруг думаете, что самолеты здесь сведут вас с ума, не сведут. Во-первых, пропускная способность у аэропорта Батуми очень маленькая. Это вам не какой-то грандиозный, сингапурский хаб, который 300 тысяч самолетов в день у него пролетает туда-сюда, обратно. Вас не будет это раздражать так, как вам кажется сейчас через экран.
их там прилетает, ну сколько, 6-8, вот ты сам живешь возле аэропорта. 12-14, да. Ну, это максимум, да. Я уж не знаю в силу чего, но есть большая разница вот... Я не могу слова найти. Физики звука, да. Ну, то есть, то ли тоже зависит от ветра, может быть, или от плотности, какой-то от атмосферного давления, я не знаю. Но почему-то иногда самолет очень тихо прилетает, а иногда действительно шумит. Ну, в общем, друзья, не акцентируйте на этом внимание. Если вот вас это не бесит в вашей жизни, там, где вы живете, то и здесь вас это раздражать не будет. Зато у близости аэропорта есть очевидный плюс, или, может быть, не очевидный для всех, что он выдает ограничения на высотность зданий вокруг себя. И поэтому вот эти роскошные виды, которые сейчас открываются позади меня или передо мной, ну, передо мной, понятно, первая линия уже вообще никогда не застроится, ну и позади меня вот те квартиры, которые выходят на горы, тоже вот с высокого этажа вот этот вид сохранится, потому что выше 15 этажей здесь уже никто ничего не построит. Ну вот, кстати, полетел самолет. Знаете, я не знаю, слышно ли меня сейчас или самолет, кого из нас лучше слышно, но на самом деле в этом есть определенный романтизм. И вот здесь внизу, буквально под этим домом, чуть-чуть левее туда по улице, есть специальная точка, туристическая точка, на которую приезжают специально гости и местные, и я там много раз была, для того, чтобы, ну, буквально почесать брюшко самолету вот на взлете или на посадке. Вот так тихой сапой, пока мы не заметили и особенно не обращали внимания на этот проект, он тем временем практически весь распродался. На сегодняшний день здесь осталось в продаже буквально 12 квартир с разными видовыми характеристиками, буквально, не скажу сколько, буквально по пальцам пересчитать осталось с панорамным видом на море. И это, конечно, самые лакомые кусочки, и стоят они дорого, потому что панорамный вид на море не может стоить дешево. И есть еще несколько квартир с видом на горы. Вот есть прям реально с видом на горы, то есть примерно с видом, как у меня сейчас за спиной, а есть с условным видом на горы, но все-таки это низкие этажи, и там такие видовые характеристики не самые яркие, то есть это больше, назовем это, вид во двор. Но хочу заметить, что вид во двор там тоже очень приятный, там такая зелень, там какие-то приятные крыши частных домовладений, стоящих внизу, то есть действительно все, ничто не раздражает глаз, вот так могу сказать. Наоборот, некий уют даже создается за счет вот низкого этажа и вот этого ощущения собственного двора, как будто бы внизу. И хочу отметить, что в готовых Аква, в соседних корпусах этого комплекса, есть также квартиры в продаже, и их тоже буквально поштучно, и их очевидный плюс в том, что они уже готовы, полностью обставлены с ремонтом и мебелью, но там нет кухонь. Вот такой нюанс, потому что они не задумывались как апартаменты для постоянного проживания, это в большей степени гостиничные номера, ну и тем не менее для вашего пользования, для летнего отдыха, отпуска с семьей или для сдачи в аренду эта история очень даже подходит. А цена вас приятно удивит. И что я хочу сказать, отдельно отметить для тех, кто досмотрел это видео до конца, у нас с компанией New Time, с проектом Sunway Suites и Aqua есть специальные условия только для клиентов Georgia Private Investment. Напишите нам по контактам в описании к этому видео, чтобы узнать, о каких специальных офферах идет речь. Резюме, ребята, друзья, подписчики, инвесторы, клиенты, покупатели. Пишите нам, пишите, давайте срезюмируем, что в этом проекте прекрасного. Локация топ, супер, прекрасные виды, просто захватывают дух. Планировки отличные, есть студии, есть 1+1, и все они, ну, на мой взгляд, высокого качества отделка, в них уже осуществлена, это белый каркас, вы можете заказать ремонт от застройщика, сделать его самостоятельно, может быть, с нашей компанией совместно, это ваше право. Очень гуманное обслуживание, управляющая компания. Проект заслуживает вашего внимания. Вот те несколько квартир, которые остались, я надеюсь, что вы будете теми счастливчиками, которые напишут нам как можно скорее после этого видео, для того, чтобы выбрать для себя подходящий вариант. Я, как всегда, призываю вас подписаться на все наши каналы, в телеграм-каналы, в Инстаграм, в Фейсбук, на наш канал на YouTube, если вы еще не подписаны. И обязательно пишите нашим менеджерам,
для того, чтобы получить самые классные, интересные предложения по рынку недвижимости в Батуми. А я с вами прощаюсь и, как всегда, до встречи в Грузии!